Если у вас до сих пор слетает стрим, постоянно прерывается трансляция, я покажу вам короткий гайд, как можно сделать так, чтобы она у вас не прерывалась и было хорошее, отличное качество в HD формате. Смотрим дальше, ребят. Итак, я скину вам ссылка будет в описании. Вам нужно скачать именно вот такую ABS 24.0.3. ABS должна быть 64-разрядная. Вот. Тут нажимаете, скачиваете ее. Вы скачали ABS, открываете ABS. В левом верхнем углу нажимаете файл, настройки. Здесь общее значение ничего не трогаем, но только я тему поменял на темный цвет. В вещании выбираете все то же самое, как у меня. Вывод смотрите вот здесь. Вот у меня, я через видеокарту стримлю. Ставите режим вывода расширенный. Видеокарта. Не новая, а именно просто. Там бывает то, что написано, что NEF не выбираем. Просто выбираем видеокарту и все. H.264. Потом принудительно используя настройки кодировщика потоков службы. Также нажимаем галочку. Перемасштабировать вывод делаем 1920 на 1080. Управление битрейтом ставим CBR. Битрейт делаем 20 тысяч. Но в зависимости, конечно, от вашего интернета. У меня скорость интернета 100 мегабит. Если у вас меньше, попробуйте поставить 15 тысяч. Если у вас, допустим, выдерживает такой битрейт и стрим не слетает, можете даже поставить больше. И это я еще просто не экспериментировал и поставил только 20 тысяч битрейт. Интервал ключевых кадров ставим 0. Пресет максимальная производительность. Именно максимальная производительность. Профайл ставим main. GPU ставим 0. Максимальное количество B кадров ставим 2. Следующий раздел видео. Выставляем базовое основное разрешение 2560 на 1440. Выходное масштабирование разрешения ставим 2560 на 1440. Фильтр масштабирования ставим метод Лансоша. Четкое масштабирование 36 выборок. Общее значение FPS выставляем 60. Следующее расширенное. Самое важное расширенное. Здесь нужно учитывать несколько нюансов. Приоритет ставим выше нормального. Видео выбираем рендер DirectX 3D 11. Цветовой формат NV12. Цветовое пространство 709. Цветовой диапазон полный. Смотрим дальше. Здесь вот мы ничего не трогаем. Кроме вот автоподключения делаем 10 секунд, нажимаем галочку «Включить». Количество попыток подключения 16. Так, следующее. Здесь очень важный момент, привязка к IP. IP-адрес мы ставим не по умолчанию, а выбираем именно такой, который у вас. Галочку «Динамическое изменение битрейта для управления перегрузкой сети бета». Это, видимо, бета-версия. Бета-версия, так как испытывают эту возможность, чтобы не было перегрузки сетей. Нажимаем здесь галочку «Включить новый сетевой код». Также нажимаем галочку. Здесь источник «Включить аппаратную ускорение браузера». Также нажимаем здесь галочку. Нажимаем ОК. И у вас должно работать все отлично. Должно работать. У вас не должно слетать стрим. Все нормально работает. Все отлично. Ребята, не забываем подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий на этот видео. И если есть возможность сделать репост этому видосу. Всем удачи, ребята. Всем спасибо. Всем пока.